Всем привет! В этом ролике хочу поделиться своим билдом на колдуна. Ну и, конечно же, подробнее рассказать о билде. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Итак, давайте начнем с самого начала, и это у нас активные навыки, которые использую я. Сразу оговорочка, иногда при необходимости я заменяю некоторые навыки в той или иной ситуации прям в данжах. Это быстро, занимает всего лишь пару секунд, но об этом подробнее расскажу чуть позже. Первый навык, который я использую, это телепортация. Один из главных навыков, я бы сказал, в любом билде на сорке. Мобильность и все такое, без этого никак. Второй навык у меня это кольцо льда. Далее ледяной доспех, глубокая заморозка, пламенный щит. Ну и единственный атакующий скилл это осколки льда. Да, я использую 4 навыка из защиты и также ульту защитную. Мне хватает всего лишь одного атакующего навыка. Далее переходим к древу умений, и тут для начала покажу, какие два чара я использую. Первое это осколки льда. Эффект чар от них осколки льда создаются автоматически и поражают замороженных противников. Второй чар стрелы огня. Эффект чар прямой урон наших умений поджигает врага на 8 секунд. Урон от поджога нас вовсе не интересует, нам нужен только эффект от горения. Ну и заходим в древо умений и по порядку начиная с базовых. Я дал по одному очку, это ледяная стрела и стрела огня. Вернемся назад, где я говорил то, что иногда приходится менять навык. Так вот, если я играю соло и мне приходится в конце убить босса, то я отменяю глубокую заморозку на ледяную стрелу, чтобы нанести больше урона по соло цели. Увы, мана не хватает, чтобы всегда спамить осколками льда. Стрелу огня мы выбираем только из-за чара, который дает пассивное горение. Тут хочу более подробно остановиться. Смотрите, спускаемся ниже к категориям искусность. И тут есть очень крутая пассивка всепоглощающее пламя, которая увеличивает критический урон подожженным противникам на 30% на максимальном уровне. И если противник еще обездвижен, то прибавка увеличивается на 75%. Это прям капец жесткая пассивка, которую нельзя пропускать. И тут спускаемся еще ниже к мощным умениям. Тут также есть пассивки от горения. Первое это вспышка огня при убийстве горящего противника. Наша скорость восстановления маны увеличивается на 30%. Играя на сорке, вы знаете, что мы имеем частые проблемы с маной, увы. Эта пассивка поможет нам восполнить ее гораздо быстрее. Ну и пассивка тепло. Раз в секунду восполняем 0,9% за каждого подожженного противника рядом. Так как противников много и все они всегда горят от наших атак, то отхил бешеный. Кроме тех случаев, где нас одним ударом могут вынести. Тут, увы. Интересная штука, в морозном билде используем эффекты горения, которые супер бустят наш билд. Используем все, если хотим выжать максимум. С базами разобрались и идем к основным умениям. Тут из активных выбираем осколки льда. В разветвлениях берем верхние. Пока действует барьер, осколки льда действуют на противников, будто они заморожены. Кстати, они у меня на 9, так как в перчатках мне выпало плюс 4 доп навыка. Нижние, если честно, не стоит брать, ведь у нас есть спецнавык, который делает всех уязвимыми. Ну и пассивный навык в единичку взял опустошение и в 3 власть над стихиями. Урона больше на 9%, если у нас больше маны на 50 единиц. Неплохое усиление, которое нам необходимо. Далее категория защиты. Тут выбираем все активные навыки. Тут у меня в 4 пламенный щит, в 6 телепортация, так как у меня эти все бонусы в снаряжениях дополнительно есть. Советую вам также найти сапоги, которые будут иметь эти статы. В телепортации также выбираем пассивные навыки, время усиления телепортации. Так как в основном прыгаем в толпу телепорта, то это может снять до 3 секунд кулдауна на навык. Ну и основная пассивка тут это переливчатая телепортация. После телепортации получаем на 30% меньше урона на 3 секунды. Для живучести это в самый раз. Далее ледяной доспех, и тут выбираем пассивный навык на скорость восстановления маны, когда действует барьер. И, конечно же, вторая пассивка верхняя. Урон по уязвимым укрепляет барьер ледяного доспеха с увеличенной на 50% эффективностью. Так ваш барьер будет действовать 6 секунд и не будет уничтожен заранее. Это очень крутая пассивка. И последний активный навык, но не последний по значимости, это у нас кольцо льда. Выпускает поток холода, замораживающий находящихся противников вокруг на почти 4 секунды. И тут также выбираем две пассивки. Это усиленное кольцо льда. И вторая пассивка. Кольцо льда делает противников уязвимыми. Это прям мега супер крутая пассивка. Это пассивка, которая дает нам много возможностей усиления своего урона. Также советую выбрать два пассивных навыка из категории защиты. Это единство со стихиями. Часто срабатывает в этом билде, так как у нас очень много осколков льда летает.
и сбрасывает умение из категории защиты. И вторая пассивка — это хрупкий разрушитель. Наносим больше урона, но и также получаем еще больше урона. Ее советую прокачать на максимум. Но если у вас проблемы с живучестью, то не трогаем эту пассивку. Далее категории колдовства. Тут я выбрал только две пассивки. Баланс стихий. Урон от особых противников уменьшается на каждую секунду, пока мы не получаем урон на максимум 40%. Вот тут у нас есть пассивка. Копится она каждую секунду. Помогает на самом деле в некоторых ситуациях не отлететь от одного удара. Ведь 40-ваттный персонаж. Вторая пассивка называется защита. Когда применяем умение с временем восстановления, то на 2 секунды получаем барьер. То есть прыгаем с телепорта, получаем сразу же барьер после телепорта на 2 секунды. На самом деле щит маны тут тоже неплохая пассивка. Ее также можно выбрать, если уж прям очень плохо с выживаемостью. К примеру, тогда можно взять одно очко из какого-либо другого пассивного навыка и добавить его сюда. Далее категории искусность. На максимум ледяная завеса усиливает время действия барьеров, что необходимо нам. И в единичку я взял мгновенную заморозку и в 2 холодный фронт. Так как большую часть мы находимся в барьере, то эта пассивка нам необходима. Насчет огненных пассивок уже говорили, далее переходим к умениям мощные. Тут первые 3 морозные пассивки, усиливаем их на максимум. Мне, кстати, выпал уник, который еще усиливает вечную мерзлоту. Все 3 навыка усиливают наш урон. Ну и в единичку можно взять леденящий ветер. Удачный удар с вероятностью 20% восполняет 5 маны. Ульту выбираем глубокая заморозка. Вы заключаете себя в глыбу льда, получая невосприимчивость на 4 секунды, непрерывно нанося противникам урон и применяя эффект окоченения, замедляющий противников. По окончанию времени действия глубокая заморозка наносит еще дополнительный урон. И, кстати, эффект можно завершить раньше времени, просто применив еще раз умение. Супер спасает в ситуациях на грани смерти вашего персонажа. Также выбираем 2 пассивки. Первая пассивка дает барьер после окончания навыка с прочностью равную 10% за каждого замороженного нами противника во время действия навыка. Барьер действует 6 секунд. Как говорится, барьеров много не бывает. Ну и вторая пассивка по завершению глубокой заморозки. Время на все навыки, кроме мощной, сбрасывается на 50%. Итак, насчет огненных пассивок уже говорил в начале. И идем далее к главным пассивным умениям. И тут выбираем раскалывание. Когда время действия заморозки истекает, противник взрывается, и взрыв носит урон 25%, который мы нанесли во время заморозки противника. Эту пассивку выбираем, когда чистим данжи и бьем много мобов. Но когда остаемся против босса 1 на 1, то советую менять пассивку на лавину. Удачный удар. Наше умение мороза с вероятностью до 10% позволяет применить осколки льда, морозную сферу или снежную бурю без затраты маны и с увеличенным уроном на 40%. Вероятность удваивается, если цель уязвима. Вот так, как видите, тут навык загорается, и когда мы используем, к примеру, осколки льда, мана не тратится и урон повышенный. И да, иногда приходится тратить золото во время боя, менять пассивки, чтобы нанести боссу как можно больше урона и быстрее закончить данж. Итак, вроде по древу умений все. На самом деле я мог просто показать все навыки, которые использую, и сэкономить время, но думаю, лучше всего рассказать и объяснить, что и как, почему я выбрал. Ну и далее переходим к снаряжениям, а именно к аспектам. Начнем со шлема. Тут у меня стоит аспект длительность наших эффектов контроля повышается. Также наносим больше урона по неудержимым противникам, но скажу так, есть очень крутой шлем уник Харли Квинн, который дает нам 4 очка навыка ко всем умениям. Это капец как усилит нас, но он супер редкий. И увы, я его еще не получил. Поэтому пока что так. Далее, нагрудный доспех уник. Супер крутой аспект, который дает телепортации и притяжку противников и оглушает их. Что помогает собрать пачку в одной точке и нанести максимальный урон. Далее, перчатки с аспектами на пламенный щит. Позволяет беспрепятственно проходить сквозь противников, при этом обездвиживая цель. И сразу вспоминаем пассивку всепоглощающее пламя. Когда противник обездвижен, то получает на 75% больше крит урона. Видите, какая синергия пошла. Также есть уник перчатки, очень крутые, иногда их тоже использую, но в основном эти. Уник перчатки же дают удачный удар с вероятностью от 15 до 25%, цель замораживает на 2 секунды. Если вам не хватает контроля, то берем уник. Если же вам не хватает урона, то берем тот аспект. Далее ножная броня. Уник с мега крутым аспектом на кольцо льда. Я бы сказал с основным аспектом.
Когда замороженный противник умирает, с вероятностью 17% они выпускают кольцо льда. Из-за этого уника можно вызвать цепную реакцию, назову это так, когда много целей взрываются вокруг и создается кольцо льда. И так по кругу, пока все цели не будут уничтожены. Далее сапоги с аспектом на удачный удар по противникам под действием эффектов контроля с вероятностью до 50% также поражают другого противника. У меня тут есть еще лучше с характеристикой на аспект, но его оставлю на будущее, на 100 уровень. Далее у нас посох, и тут я бы хотел остановиться. Кто-то использует жезл и средоточие, кто-то посох. Я пока что использую посох, с ним у меня больше урона. Но все же может быть в будущем, если найду хороший жезл и средоточие, то поменяю. Но суть билда это не повлияет. Поэтому в посохе выбираем аспект на осколки льда, пронзают цели от 7 до 9, нанося на 13% урона меньше с каждым следующим пораженным противником. Почему именно этот аспект в посохе? Так как посох усиливает аспект на 100%, то именно этот аспект стоит усилить. У меня есть аспект уже с максимальными характеристиками, но его также оставлю на 100 уровень. Далее амулет с аспектом, пока мы защищены барьером, наносим на 36% больше урона. Напомню, что мы практически всегда находимся под барьером, поэтому этот аспект необходим. Далее перейдем к кольцам. Одно кольцо ставим аспект, мы наносим больше урона обездвиженным, оглушенным или же замороженным целям. У нас все цели всегда обездвижены, либо оглушены, либо же заморожены. То есть аспект работает всегда на 100%. Второе кольцо это аспект, пока мы под барьером, мы наносим на 20% больше уязвимым противникам. И снова аспект с барьером, и не забываем то, что без барьера мы не сражаемся, и также то, что все противники у нас всегда уязвимы под действием кольца льда. Тут еще есть неплохой уник, кольцо, если основное умение поражает не меньше 5 целей, то мы восполняем 40% затраченного ресурса, но мне больше нравятся те два аспекта, по аспектам также все. Как видите, все аспекты дополняют друг друга, также дополняют и активные, и пассивные навыки, и в итоге очень красивый и активный геймплей получается у нас на сорке с этим билдом. Насчет парагона, он у меня еще сыроват, не до конца докачан, так как нужно усилить все гнезда и собрать все очки умений парагона. И тогда уже смогу полностью составить его. После я уже обновлю в билде на сайте, и ссылку, конечно же, оставлю в описании. Как-то так, это был, как мне, один из лучших билдов на сорку для эндгейминга. Кому ролик понравился, ставим лайк, подписываемся на канал. И самое главное, хочу пожелать всем мирного неба над головой. И всем пока-пока.